Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем круглую сумочку с столбиками с накидом по спирали. Получается вот такой интересный узор по спирали. Я вязала из полиэфирного шнура 5 миллиметров без сердечника. Сумочка вместительная. Вот ее боковинка. Размер сумочки: ширина примерно 26 сантиметров, высота примерно 25 сантиметров. К сумочке я пришила ручки из кожи-заменителя с внутренней стороны. Давайте начнем. Вязать я буду из шнура карамель от пряжа Центр. Цвет у меня пролине, длина нити 75 метров, ширина нити 5 миллиметров. Здесь моточек примерно 200 грамм. Крючок взяла 4 миллиметра. В качестве ручек у меня будут вот такая из кожи-заменителя длиной 40 сантиметров, вот с такими отверстиями для прикрепления к сумке. И если вы вяжете из полиэфирного шнура, как и я, то вам понадобится зажигалка либо спички. Ссылку на магазин, где можно приобрести этот шнур, я оставлю в описании к этому видео. Переходите. По моему промокоду S23620 вы можете получить скидку 5% на весь заказ. Формируем кольцо амигуруми. Для этого я кладу свободный кончик от рабочей нити, оборачиваю рабочей нитью пальцы. И под вот этот вот свободный кончик я завожу крючок и провязываю первый столбик без накида. Несмотря на то, что мы вяжем столбиками с накидом, первые два столбика у нас будут простые без накида. Снова завожу крючок в кольцо и провязываю еще один столбик без накида. То есть мы начинаем плавно наше вязание. Делаю накид, завожу крючок в кольцо и провязываю полустолбик с накидом. То есть через все 3 петли на крючке, которые у нас были. И далее мы провязываем еще 9 столбиков обычных с накидом. Накид и 4 столбик, накид, 5. Когда вы вяжете, старайтесь нить разворачивать, чтобы вот эти столбики, чтобы в столбиках нить была не перекрученная. Итого мы должны в кольцо набрать вместе с обычными столбиками без накида 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 уже провязано. И еще 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Тянем за свободный кончик. Это отверстие на данном этапе можно плотно не стягивать. И начинаем вязать второй ряд. Находим первый столбик, самый первый, вот он. И находим за этим столбиком вот такую перемычку. Вот она. Делаем накид, заводим вот под эту перемычку, вот она, крючок и провязываем столбик с накидом. И вот этот образовавшийся первый столбик мы помечаем маркером, это начало ряда. Во втором ряду нам нужно провязать 24 столбика, то есть каждый предыдущий столбик мы должны удвоить. Первый столбик мы уже провязали второго ряда, делаем накид и сюда же вставляем крючок, провязываем второй столбик. 2, накид, находим следующий столбик, следующую вот эту заднюю перемычку, вот у нас идет столбик.
И вот за ним перемычка. Провязываем сюда 2 столбика с накидом. Накид, находим следующий столбик, вот он. С изнаночной стороны находим перемычку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же второй. И так до конца ряда каждый столбик первого ряда мы должны удвоить. Я довязала второй ряд, у меня получилось 24 столбика с накидом. Вяжем третий ряд. Сейчас мы будем делать прибавление также за задние перемычки, но только через один столбик. Делаем накид, находим первый столбик второго ряда. Вот эту перемычку. Мы постоянно будем вязать за вот эти перемычки. И провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Этот столбик мы помечаем снова маркером, как столбик начала ряда, уже третьего ряда. Итак, накид. И второй столбик мы удваиваем. Первый столбик не удваивали, второй будем удваивать. Один. И сюда же мы провязываем второй столбик. Все, 2. Следующий столбик мы провязываем одиночным, также вот за эту заднюю перемычку, вот она, и провязываем один столбик. Следующий столбик мы будем также удваивать. Накид и провязываем 2 столбика с накидом. Накид и сюда же снова столбик. И так до конца ряда. Первый столбик у нас идет одиночный. Один. Накид. И следующий столбик мы провязываем двойной. То есть делаем удвоение. Раз. И сюда же провязываем второй. Отверстие вот это центральное можно уже затянуть. Третий ряд довязан, у меня получилось 36 столбик. Вяжем четвертый ряд. Сейчас в четвертом ряду мы будем делать прибавление через каждые 2 одиночные столбика. Первый столбик третьего ряда, который у нас помечен маркером, он у нас идет одиночный. Значит, четвертый ряд мы начинаем с удвоения. Делаем накид, находим перемычку первого столбика третьего ряда и провязываем сюда 2 столбика с накидом. И первый мы снова отмечаем маркером. В четвертом ряду должно получиться 48 столбиков, то есть в каждом ряду у нас увеличивается количество столбиков на 12. Следующие у нас идут 2 столбика, которые удвоены, то есть в третьем ряду они были удвоены, значит в каждый из них мы провязываем по одному столбику. Накид и 1 столбик, накид, в следующий тоже 1 столбик. Следующий у нас идет одиночный столбик, мы его тоже удваиваем. Сюда провязываем 2 накид, сюда же второй столбик. И следующие идут снова удвоение, вот один, второй удвоенный столбик третьего ряда, вот оно. И в каждый из них мы провязываем по одному столбику. То есть ориентироваться просто. Одиночные столбики мы удваиваем, двойные, в каждый из двойного провязываем по одному столбику. И вот этот одиночный мы удваиваем. И таким образом до конца ряда довязываем четвертый ряд. Четвертый ряд провязан, получилось 48 столбиков с накидом. И начинаем вязать пятый ряд. Будем делать прибавление через каждые 3 одиночные столбики. Первые 2 столбика, вот они удвоенные, как раз начинается ряд у нас, мы провязываем по одному одиночному столбику. Раз. Переснимаем маркер начала ряда. Следующий столбик тоже одиночный.
И далее после удвоения вот этого 4-го ряда, вот удвоение, я закрыла их пальцами, остались 2 одиночных столбика. Вот они, 2 одиночных. И удваивать можно либо первый, либо второй. Я буду удваивать первый столбик одиночный, 1, сюда же второй провязываем столбик. Если нить также скручивается, как у меня, периодически ее разматывайте, чтобы было удобнее вязать. И снова провязываем 4 одиночные столбики. 4 одиночных столбика. Вот 1 одиночный предыдущего ряда и следует удвоение. То есть 1, 2, 3 одиночных и удвоение. Снова 3 одиночных, удвоение. И так до конца ряда. 5-й ряд довязан. Вяжем 6-й ряд. В 5-м ряду у нас должно получиться 60 столбиков. Сейчас между прибавлениями мы будем провязывать по 4 одиночных столбика. Прибавление над прибавлениями мы не вяжем, чтобы избежать угловатости нашего круга. Поэтому у нас между прибавлениями 5-го ряда, вот у меня прибавление, вот я их закрыла, у нас 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. Каждый второй одиночный столбик мы будем сейчас удваивать. Первый столбик, который у нас помечен, первый столбик начала ряда, вот он, как раз приходится на вот это вот, на такой столбик, который мы и будем удваивать. Делаем накид и провязываем в первый столбик сразу удвоение, то есть 2 столбика провязываем. Маркер переснимаем на 6-й ряд, помечаем первый столбик, вот он, первым пометили. И сейчас вяжем 4 одиночных столбика. Также за задние перемычки вяжем 4 одиночных столбика. 1, 2, 3 и 4. Так как я вяжу из плоского шнура, вот он получается, он не круглый, он плоский. Здесь нужно следить за нитью, чтобы она не перекручивалась и не ложилась ребром. То есть вот смотрите, столбик, который провязан вот этой вот плоской стороной, и столбик, который провязан ребром. То есть они выглядят совершенно по-другому. Поэтому если хотите, чтобы они выглядели вот такие вот более красивыми, то разворачивайте нить. Провязали 4 столбика, делаем накид, и как раз вот мы довязали до 2-го одиночного столбика. Вот у нас удвоение, вот удвоение, 1, 2, вот он одиночный столбик как раз. И провязываем удвоение, 1, накид, и сюда же мы снова провязываем 2-й столбик. И до конца ряда таким же образом и вяжем. Снова сейчас провязываем 4 одиночных. 1, 2, 3, 4 и удвоение. Сейчас между прибавлениями у нас будет по 5 столбиков. В 6-м ряду было 4 одиночных. 1, 2, 3, 4. В 7-м будет 5 столбиков между прибавлениями. Итак, ряд у нас начинается 7-й сразу с удвоенного столбика. Провязываем в каждый из них по одному. Отмечаем маркером начала ряда. Здесь тоже 1. И удвоение сейчас вот в этом ряду мы будем делать в каждый 2-й одиночный столбик предыдущего ряда. То есть вот удвоение, я опять закрыла их пальцами. И 4 одиночных столбика. 1, 2, 3, 4. В каждый 2-й мы будем делать удвоение. Снова вяжем одиночный столбик. 1. И вот в этот следующий мы будем провязывать удвоение, то есть его удваивать. 1 и сюда же 2-й. Вот он, сюда же мы провязываем 2-й столбик.
Провязываем 5 одиночных столбиков, провязали. Раз, два, три, четыре, 5 одиночных столбиков и снова делаем удвоение. Вот он, один одиночный столбик, вот второй, как раз мы до него и дошли. Этот столбик мы удваиваем. Один и сюда же второй. Сейчас снова провязываем 5 одиночных столбиков, одно удвоение, 5 одиночных столбиков, удвоение. До конца ряда 7-го у нас осталось сейчас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков довязать. И сейчас покажу, как мы будем убавлять, чтобы эта ступенька была менее заметна. Итак, делаем накид, находим следующую перемычку, ну то есть как обычно мы вяжем за задние перемычки столбиков с накидом и провязываем полустолбик с накидом. 1, снова накид и снова провязываем полустолбик с накидом. И через 3 петли на крючке уже это место начинает сглаживаться. От последнего прибавления мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 как раз столбиков. И по идее нам нужно сделать прибавление. Это последнее прибавление делать не буду. Мы завершаем и последнее прибавление делать не будем. Далее у нас осталось провязать 3 столбика. Провязываем сейчас просто столбик без накида. Следующий тоже столбик без накида, также за заднюю перемычку. Провязали. И последний, самый столбик, мы провязываем соединительную петлю. Просто соединительную петлю. Ну, достаточно плавное скругление, переход вот от этой ступеньки до круга получилось. У нас сейчас получился не идеальный круг, у нас получился слегка овал. Размеры нашей заготовки, нашей детали получились: ширина 26 сантиметров, а высота 25 сантиметров. Две наши детали готовы. Сейчас нам нужно сделать донышко для сумки. Донышко я буду вязать из 6 столбиков с накидом. Для этого набираем 6 воздушных петель. 1, первый узелок тоже считаем. 2, 3, 4, 5 и 6. Набрали 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 петля подъема. Вставляем крючок во вторую воздушную петлю от крючка. Первый пропускаем, во вторую вот сюда, в центр, и провязываем столбик без накида. И до конца ряда провязываем столбики без накида. 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. Если вы хотите, чтобы донышко у вашей сумки круглое было пошире, можно набрать большее количество столбиков. Если хотите, чтобы была поуже, то соответственно меньше. Я выбрала для себя 6 столбиков. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание в левую сторону. Первый столбик мы пропускаем, вот он, крючок следующий, вот в этот. Под 2 косички вставляем крючок и провязываем столбики без накида. 1, далее 2, то есть 3, 4, 5 и 6. Все, 6 столбиков провязаны. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание в левую сторону и снова провязываем до конца ряда столбиками без накида. 2,
3, 4, 5 и 6 столбик. Вот он такого вида, косичка. Провязали, подтянули, делаем столбик подъема, то есть он же столбик подъема, он же столбик, первый столбик начала ряда. И во второй столбик провязываем столбик без накида. 3, 4, 5 и 6. Итак, до необходимой длины донышка для круглой сумки. Диаметр нашего круга, обхват нашей заготовки примерно 81, примерно 82 сантиметра. Вот он, обхват. 82 сантиметра. И вход в сумочку нашу, мы ее располагаем таким образом, чтобы вот это последние столбики, они были вверху. Вот последние столбики, где у нас оканчивался ряд. Отмеряем примерно 27-28 сантиметров. Вот они. И обозначаем это место. Первый маркер. И 28 сантиметров примерно. И второй маркер. Я вместо маркера нить сейчас буду использовать. То есть примерно на этот размер от одного маркера обозначения и до второго маркера мы вяжем вот это донышко. Итак, я провязала донышко нашей сумочки. Сейчас нам нужно аккуратно закончить ряд. Для этого мы заводим за вот эту перемычку таким образом крючок, захватываем кончик, протягиваем, вставляем крючок в петлю предыдущую за перемычку, также и в эту петлю в центр, и протягиваем хвостик на изнаночную сторону. Все, закрыли краешек, он будет у нас сверху находиться. То же самое мы делаем и на данном этапе. Нам все кончики нужно уже спрятать. Донышко я провязала примерно 53 сантиметра. И начнем пришивать именно с начала вот этого донышка, с начала вязания донышка. Мы начинаем соединять круглую деталь с донышком, с боковинкой круглой сумки. Вкладываем 2 детали, круглую и боковинку, прямо в самую первую вот эту петельку, узелок. Вставляю в косичку, который у нас отмечен маркером, но в данном случае у меня вот такой ниточкой. За косичку, за обе половинки вставила, захватываю рабочую нить. Вот этот хвостик мы потом спрячем, закрепим его и спрячем. Немного подтягиваем. Далее находим вот такую вот петельку сбоку нашей вот этой боковинки, вставляем крючок, находим следующую косичку на круглой заготовке и провязываем соединительную петлю. Далее находим, вот у нас идут следующие пары, да. Первую мы провязали 1, 2, 1, 2. Вот этот первое мы вставляем крючок вот под вот эти 2 петельки, как бы под косичку. Находим следующую косичку в круглой детали и провязываем соединительную петлю. Далее находим снова вот эту вот боковую, вот они боковые петельки донышка и в косичку, и также соединяем соединительной петлей. Готово. Далее у нас идут вот эти вот как 2 половинки за косичку и соединяем соединительной петлей. То есть мы сейчас кладем, провязываем косичку со стороны боковинки. Вот такое соединение получается, и довязываем таким образом до
следующего маркера. Я дошла до маркера. Вход в сумочку получается очень большой, вот отсюда до сюда, поэтому я решила сделать вход в сумку примерно 25 сантиметров, чтобы вот это открытое место не было сильно большим. И продолжаем также довязывать до конца ряда. Сейчас я маркер этот уберу и скажу, сколько у меня получилось рядов донышка. Довязываю последний столбик за круглую деталь. Провязали, вытягиваем вот этот кончик примерно на 8-10 сантиметров, больше не нужно, и отрезаем. И вот эту нить нам нужно сейчас закрепить, чтобы место боковое оно не распустилось. Закрепить можете любым удобным для вас способом. Я с изнаночной стороны вставляю крючок и протягиваю вот этот кончик на изнаночную сторону. Подтягиваем. И вот в этом шве, который у нас образовался при формировании косички, мы сейчас этот кончик и спрячем. Но прежде нужно сделать узел, чтобы не распустилось наверняка. Все места соединения, вот этих, все места, где у нас образуются кончики, их необходимо подшить нитью с иголкой в цвет. И вот сюда мы прячем этот хвостик. Все, сумочка наша готова. Желательно ее прогладить. В сумочку можно положить полотенце по размеру и прогладить ее через ткань. Можно даже и с паром. В качестве замочка можно сделать вот такую кнопочку. Сверху вот будет замочек. Можно сделать кнопочку вовнутрь, то есть между вот этими деталями круглыми, чтобы она смыкалась на кнопку. В качестве ручек у меня ручки из кожезаменителя, то есть их можно пришить как на лицевую сторону, можно пришить с изнаночной стороны. Вот таким образом. Вот тут вот. То есть тут уже только на ваше усмотрение, как хотите. Можно использовать вот такие боковые. И, например, если у вас есть длинная ручка, примерно 110-120 сантиметров, крепится сюда на карабинчике. И вот. Все, сумочка наша готова. Я пришила ручки с изнаночной стороны. Если это видео было для вас полезно, не забудьте поставить лайк этому видео. И не забывайте также подписаться на мой канал. Пока!